Думаю, ни для кого не секрет, что по супергеройским комиксам есть куча культовых, значимых и попросту неплохих видеоигр. Конечно, первыми на ум приходят игры по комиксам DC, в частности серии Batman Arkham и Injustice. Однако по комиксам издательства Marvel также есть довольно много добротных и горячо любимых мною видеоигровых проектов. Причем не только про Человека-паука. Мне, к примеру, очень нравятся игры от компании Raven Software, которых вы, скорее всего, в первую очередь знаете по нескольким частям серии Call of Duty Black Ops, Quake 4 и довольно неплохому шутеру Singularity. Но для меня они навсегда запомнятся как авторы X-Men Legends, Marvel Ultimate Alliance и игры по фильму Люди Икс Начало Росомаха, которая лишь номинально с ним связана и лучше первоисточника буквально во всем. Тем не менее, сегодня мы будем разбирать не те игры по комиксам Marvel, в которые у нас все же есть возможность полноценно поиграть, а как раз таки наоборот, те, которые так и не добрались до прилавков магазинов. Хочу также отметить, что в этом видео я не буду разбирать все не вышедшие игры по комиксам Marvel, а расскажу лишь о 5 наиболее лично мне интересных. Приступим? Пожалуй, одной из самых необычных, но при этом горячо любимых игр по комиксам Marvel является The Punisher, разработанная студией Volition Incorporated и выпущенная в 2005 году для ПК, PlayStation 2 и оригинальный Xbox. Будучи формально привязанной к одноименному фильму 2004 года, игра рассказывала самобытную историю с участием других культовых персонажей комиксов, таких как Черная Вдова, Железный Человек и Ник Фьюри. Но запомнилась она, конечно же, не этим, а уникальной механикой допросов, в которой игроку в образе Фрэнка Касла, так же как и в фильме, сыгранного прекрасным актером Томасом Джейном, предоставлялась возможность крайне жестоким образом пытать противников, дабы добиться от них желаемой информации. Конечно, помимо этого в игре был довольно приятный визуальный стиль и хорошо реализованная стрельба из огнестрельного оружия, что в свою очередь характерно для авторов таких культовых хитов, как Descent, Saints Row и Red Faction. Но куда важнее то, что The Punisher была пропитана неподдельной любовью к персонажу и пониманием первоисточника. От антуража и атмосферы до сценария, написанного Гартом Эннисом, автором иконического для серии Welcome Back Frank, а также широко известных Проповедника и Пацанов. После этого по мотивам истории о бывшем полицейском с изображением черепа на груди выходила лишь одна неудачная игра, о существовании которой даже некоторые самые ярые фанаты комиксов Marvel могли и не знать. Речь идет о The Punisher No Mercy от Zen Studios, выпущенный эксклюзивно для PlayStation 3 и представляющий собой шутер от первого лица, приуроченный к выходу не менее неудачного фильма «Каратель. Территория войны». Однако все могло быть совершенно иначе, ведь Volition на протяжении некоторого времени работала над созданием сиквела собственного «Карателя», причем достаточно амбициозного. Впервые о продолжении The Punisher стало известно от Тодда Маршалла, бывшего дизайнера из Volition, который опубликовал в своем портфолио концепт-арты с изображениями Дэдпула, Тифозной Мэри, Электры и других персонажей, отметив, что они имеют непосредственное отношение к отмененному сиквелу. Но полноценно о The Punisher Sandbox Punishment стало известно на одном из стримов от Volition, который в несвойственной для данной индустрии манере на протяжении многих лет, чуть ли не до своего закрытия, имели привычку в рамках трансляции рассказывать и показывать массу всевозможных отмененных и ранних материалов по своим играм, среди которых, к примеру, был не вышедший спин-офф Saints Row для PlayStation Portable. Собственно, отмененный сиквел Карателя имел немало общего именно с этой серией игр. Как несложно догадаться из названия, разработчики хотели перенести приключения Фрэнка Касла в открытый мир, для реализации которого и был взят движок у прототипа первой части Saints Row, в то время известного под рабочим названием Blink. Если посмотреть на немногочисленные геймплейные кадры отмененного сиквела, показанного на все той же трансляции с участием геймдизайнера Фрэнка Маркуарта, то можно невооруженным глазом заметить массу сходств с ранее упомянутой серией.
Дело в том, что вертикальный срез сиквела «Карателя» был буквально построен на раннем прототипе Saints Row, из-за чего в нем повторно использовались некоторые модели, анимации и даже город, который, пускай и в несколько измененном виде, но перекочевал в финальную версию игры о банде святых. По словам Фрэнка, разработка игры длилась на протяжении пары месяцев небольшой команды разработчиков, которые также параллельно работали над первой частью Saints Row. Тем не менее, нет никакой информации о том, почему проект был в конечном счете отменен, но можно сделать предположение, что издатель в лице THQ или не был заинтересован в финансировании сиквела, или же попросту потерял права на разработку игр по данной франшизе. Среди персонажей, которые должны были засветиться в отмененном сиквеле «Карателя» от Volition, был и Сорвиголова, всеми известный слепой адвокат, в 2003 году удостоившийся собственного провального фильма с Беном Аффлеком в главной роли. Но еще до выхода фильма в разработке находилась игра, история которой стартовала после того, как издательство Encore Incorporated получило права на создание игр про нескольких персонажей комиксов Marvel, таких как Капитан Америка. Тем не менее, в работу пошла игра про Сорвиголову, за создание которой взялась студия 5000 фунтов, до этого помогавшая 3DO с разработкой нескольких частей серии Army Men на консолях семейства PlayStation. По изначальной задумке, Daredevil The Man Without Fear должна была стать относительно небольшой игрой для PlayStation 2, представляющей собой простой сборник уровней по мотивам культовых эпизодов из жизни Мэтта Мёрдока. Однако, когда с президентом 5000 фунтов связался знакомый ему сотрудник Sony Pictures, сообщивший, что в производстве находится фильм про сорвиголову от кинокомпании 20 век Fox, то производственный бюджет и масштаб игры резко возросли. Кроме того, платформа-держатель в лице Sony потребовала от разработчиков внесения некоторых изменений в игру. К примеру, добавить передвижение по проводам и перилам в духе серии Tony Hawk's Pro Skater. Это, в свою очередь, не только ударило по и без того ограниченному бюджету игры, но и противоречило соглашениям, заключенным между студией разработчиков и издательством Marvel. Тем не менее, разработка игры продолжилась, но в процессе перетерпела смену движка. От Renderware, знакомого вам по нескольким частям GTA и, к примеру, Sonic Heroes и Shadow the Hedgehog, пришлось отказаться, дабы сэкономить бюджет на лицензировании в угоду собственной разработке. За этим последовали закономерные трудности, связанные с тем, что уже готовые наработки пришлось заново адаптировать под новый движок, а от некоторых изначально запланированных идей, таких как открытый мир, и вовсе было решено отказаться. Все это привело к тому, что разработчики так и не смогли закончить игру к выходу фильма в феврале, перенеся ее релиз на лето 2003 года. Как несложно догадаться, Daredevil The Man Without Fear так и не суждено было увидеть свет. Игру отменили в первой половине 2004 года после того, как большая часть сотрудников, работавших над игрой, покинула студию, а издательство Marvel не одобрило те изменения, что были внесены разработчиками по требованию Sony. Несмотря на столь печальный исход, у фанатов все же появилась возможность опробовать почти полностью законченную версию игры в октябре 2023 года, когда небезызвестное сообщество Hidden Palace, сохраняющее всевозможные видеоигровые прототипы, опубликовало билд сорвиголовы для PlayStation 2, которым с ними любезно поделился один из разработчиков, пожелавший остаться анонимным. Сюжет игры представлял собой вольную адаптацию комикса Electra Lives Again, по событиям которого Кингпин объявлялся погибшим, а бандиты устраивали войну за звание нового короля адской кухни. По ходу истории оказывалось, что Фиск само собой все еще жив, а его смерть была подстроена с целью стравливания банд и устранения конкурентов в адской кухне. В самой же игре главному герою предоставлялась возможность перемещаться по уровням подобно Человеку-пауку, цепляясь за стены своим тросом, а также использовать местное орлиное зрение, позволяющее сорвиголове чувствовать страх противников. Помимо самого слепого адвоката, в игру планировали добавить играбельных Меченого и Электру, а Каратель и Черная Вдова появлялись бы в качестве второстепенных персонажей. Стоит отметить, что несмотря на отмену игры от 5000 фунтов, издательство Encore все же выпустило один проект про Человека без страха. Им стала Daredevil для Game Boy Advance от студии Kryptonite Games.
которая отвечала за адаптацию множества известных игр для портативных систем от компании Nintendo. Как я уже упоминал ранее, про Человека-паука вышла просто масса занимательных и по-настоящему значимых игр. От поделки за авторством Neversoft из 2000 года для первой PlayStation до относительно недавних блокбастеров от Insomniac Games для PlayStation 4 и PlayStation 5. Из всей этой плеяды особое место в сердцах фанатов занимают игры от компании Treyarch, которые сделали не одну, не две и даже не три знаковые игры про дружелюбного соседа, среди которых и культовая Spider-Man 2 для консолей шестого поколения, в которой впервые появилась полноценная механика раскачивания на паутине, и довольно неоднозначная, но уникальная Spider-Man Web of Shadows, в которой пауку предоставлялась возможность побывать в роли злодея. Конечно, помимо всех этих вышедших игр про паука, была и масса не вышедших, многие из которых вполне заслуживают упоминания. Тут и игра по отмененному четвертому фильму от Сэма Рэйми, над которой работала студия Radical Entertainment, отметившаяся серией Прототайп и неплохими играми про Халка, а также сиквел уже упомянутой мною Web of Shadows. Но особое внимание я хочу заострить на другом отмененном сиквеле. Сиквеле, о потере которого мне особенно обидно. Речь идет, конечно же, об Ultimate Spider-Man 2. Для тех, кто по какой-то причине не в курсе, в начале нулевых издательство Marvel решило перезапустить наиболее известные линейки своих комиксов, с желанием привлечь к ним совершенно новую, молодую аудиторию читателей. В рамках данной инициативы появилась так называемая Ultimate вселенная, в которой истории Мстителей, Люди Икс, Фантастической четверки и других культовых персонажей начались заново. И среди них, конечно же, нашлось место и Человеку-пауку. Комиксы о нем были особенно популярны и любимы за счет подхода писателя Брайана Майкла Бендиса, который смог в достаточно реалистичной манере передать быт и проблемы современных подростков, тем самым найдя отклик в сердцах молодого поколения фанатов, среди которых был и ваш покорный слуга. Ведь именно с этих комиксов, некогда выпускавшихся у нас издательством Комикс, и началось мое полноценное погружение во вселенную Марвел. Были, однако, у этих комиксов и проблемы, из которых особо заметной стала крайне скомканная арка Венома, одного из самых известных противников Человека-паука. Именно ему и была посвящена игра Ultimate Spider-Man, которую разрабатывала все та же студия Treyarch для PlayStation 2, Xbox, GameCube и ПК. Будучи выполненной в привычной для данной серии геймплейной формуле, Ultimate Spider-Man в первую очередь привлекала внимание потрясающей визуальной составляющей, выполненной с использованием технологии cel-shading и дословно повторяющей стиль художника Марка Багли из одноименных комиксов. Пожалуй, ключевой же геймплейной фишкой игры стало разделение сюжетной кампании между двумя персонажами. Играть приходилось не только за Человека-паука, но и за Венома, тем самым давая возможность игроку почувствовать себя в шкуре культового антигероя. На момент своего выхода игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от фанатов. Ее хвалили и за сюжет, и за разнообразие, и за все тот же потрясающий визуальный стиль. Очевидно, с учетом популярности комикса первоисточника, а также теплой встречи со стороны журналистов и игроков, можно было предположить, что в какой-то момент в стенах студии Treyarch заходила речь о создании потенциального сиквела. И это действительно так. Подробности разрабатывавшегося продолжения стали известны лишь в мае 2025 года, когда блогер под ником Spidey Santa связался с дизайнером обеих частей, Йеном Хосфельдом, а также несколькими другими разработчиками, пожелавшими остаться анонимными. Они поделились всевозможными материалами, созданными ими для отмененного проекта, а Йен и вовсе подробно рассказал о сюжете, опираясь на некогда слитые в сеть раскадровки игры. Как можно заметить по ключевому арту Ultimate Spider-Man 2, нарисованному все тем же Йеном, действия игры должны были происходить в заснеженном Нью-Йорке, о включении которого разработчики раздумывали еще при создании первой части. Кроме того, город должен был значительно расшириться. Помимо новых погодных условий, в игру планировали добавить регион Бруклина, который также отсутствовал в первой части. Аналогично предыдущей игре, фишка с прохождением сюжетной кампании за двух персонажей, героя и злодея, вернулась бы и в сиквеле, но на этот раз игроку пришлось бы взять под свой контроль не Венома, а Зеленого Гоблина,
вероятно, самого знакового злодея Человека-паука. Он по сюжету игры не без помощи Доктора Дума сбегал из Трискелиона, островной штаб-квартиры организации «Щит», на которой в том числе содержались и другие опасные суперзлодеи. Собственно, из этих злодеев Гоблин и собирал себе зловещую шестерку, в состав которой входили Крейвен Охотник, Носорог, Стервятник и Электро. Примечательно, что изначально в составе команды был и Саблезубый, но от него было решено отказаться из-за того, что он слишком сильно походил на Крейвена в его звероподобной форме. Целью новоиспеченной команды стало убийство Паркера и освобождение Гарри Осборна из рук Щита, в то время как Паучок также отправлялся на поиски союзников, в результате которых вновь объединялся бы с Росомахой. Кроме того, в игре должна была появиться Китти Прайд, более известная как Призрачная Кошка, а также Сорвиголова, который в самом начале игры помогал Питеру справиться с бандитами из клана Руки. Заканчивалось же все битвой между Зеленым Гоблином и Гарри, перевоплотившегося в Хоб-Гоблина, на авианосце Щита, который падал прямиком на Бруклинский мост. В ходе потасовки Норман случайно убивал своего сына, после чего сам погибал от рук Ника Фьюри, решившего навсегда остановить череду бессмысленных смертей и насилия. Кроме того, в игре имелись намеки на третью часть, главным злодеем которой стал бы Доктор Дум. Но, увы, этому так и не было суждено осуществиться. Как это ни прискорбно, но игру отменили из-за того, что Activision не была в должной мере удовлетворена продажами первой части, хоть она и собрала отличные отзывы и полюбилась фанатами. А разработчиков было решено перекинуть на более финансово перспективные проекты в лице Call of Duty 3 и Spider-Man 3. Спустя некоторое время наработки из Ultimate Spider-Man 2 было решено использовать в Spider-Man Battle for New York, выпущенный для Game Boy Advance и Nintendo DS в 2006 году, а сюжет отмененной игры, пускай и в несколько измененном виде, перетек на страницы комиксов за авторством Брайана Майкла Бендиса. Если же вы хотите узнать больше деталей про Ultimate Spider-Man 2, то я советую ознакомиться с видео от Спайди Санта, где он более подробно разбирает изначальные идеи, концепт-арты и прочую информацию, связанную с данным отмененным проектом. Уверен, что немалое количество из вас знакомо с той самой ужасной игрой про Железного Человека, создание которой было приурочено к выходу одноименного фильма 2008 года и ПК-версия которой основывалась на младшей версии игры с PlayStation 2, а не на версии с Xbox 360 и PlayStation 3. Но знали ли вы, что по Первому Мстителю, Тору и Невероятному Халку также выходили видеоигры? Все их, как и две части Железного Человека, издавала компания Sega, с которой не понаслышке знакомы все подписчики данного YouTube-канала. И, как вы уже могли заметить, эти игры охватывали всю первую фазу киновселенной Marvel, за исключением Мстителей. Дело в том, что на момент выхода фильма у Sega уже закончилась лицензия на выпуск игр по данной франшизе, но правообладатель в лице компании Marvel все еще был заинтересован в дальнейшем выпуске игр по своей интеллектуальной собственности, даже несмотря на посредственные финансовые показатели и сдержанные, в лучшем случае, отзывы на уже выпущенные проекты. Таким образом, был заключен новый контракт на разработку игры про Мстителей, но на этот раз с компанией THQ, о которой мы уже сегодня вспоминали в рамках обсуждения игр про Карателя. Непосредственно разработка была поручена внутренней THQ студии Австралия, до этого отметившейся несколькими второсортными играми про Джимми Нейтрона и Губку Боба. И на ранних этапах проект представлял собой классический битэмап от третьего лица, схожий с большинством других ранее выходивших супергеройских видеоигр. Однако вскоре разработчики поняли, что этот путь не для них, и им бы хотелось дать игрокам что-то поистине новое и уникальное. А потому было решено сделать из Мстителей шутер от первого лица, с акцентом на кооперативное прохождение. В качестве играбельных персонажей были выбраны основные участники команды: Капитан Америка, Железный Человек, Тор и Халк. А геймплей за каждого из них бы заметно отличался друг от друга. К примеру, Железный Человек играл роль этакого саппорта, более сосредоточенного на атаках с дальних дистанций, в то время как Халк был классическим танком, с исключительно рукопашными, но крайне мощными приемами. Кроме того, в игре должна была присутствовать прокачка, позволяющая открывать новые способности для персонажей, а зарабатывание очков осуществлялось путем выполнения всевозможных командных приемов и добиваний.
Всего было запланировано несколько режимов игры. Онлайн-кооператив, кооператив с разделением экрана и онлайн-кооператив с разделением экрана, позволяющий одновременно играть и с другом за одной консолью, и с игроками по сети. Планировался и одиночный режим, но из-за того, что Мстители с самого начала затачивались под кооперативное прохождение, без возможности пройти некоторые моменты в одиночку, игроку в помощь давались остальные персонажи под управлением крайне продвинутого искусственного интеллекта, созданием которого разработчики особенно сильно гордились. Несмотря на то, что игра была формально подвязана к одноименному фильму 2012 года, их сюжеты не имели практически ничего общего. Если в голливудском блокбастере супергерои отражали нападение армии Читаури, то в игре им противостояла другая инопланетная раса, именуемая Скрулами. Собственно, именно поэтому для написания сюжета был привлечен уже упоминавшийся ранее Брайан Майкл Бендис, который помимо комиксов о Человеке-пауке также известен своей серией «Секретное вторжение», как раз таки посвященной вторжению скрулов на Землю. Главной особенностью скрулов является возможность мимикрировать под других существ, и эту особенность планировали вовсю использовать в игровом процессе. Дело в том, что помимо внешности пришельцы могут принимать и суперспособности, а игрокам предстояло сразиться с так называемыми суперскрулами, особым видом инопланетян, присваивающим себе способности сразу нескольких супергероев. Помимо уже названной четверки героев, в Мстителях можно было встретить и множество других известных персонажей, включая тех, на которых кинокомпании Marvel в тот момент даже не было прав, таких как Люди Икс и Фантастическая четверка. Кроме того, рассматривалось добавление и других играбельных персонажей. Среди них могли быть Соколиный Глаз, Черная Вдова, Воитель и Мисс Марвел. Игру планировали выпустить для Xbox 360 и PlayStation 3, а также на Wii U и даже Kinect, для которого был придуман особый режим под названием «Учебная Академия Мстителей». Планировалась и версия для ПК, созданием которой занималась еще одна австралийская студия — Blue Tongue Entertainment, наиболее известная по серии игр The Blob. Как это ни прискорбно, но столь амбициозный и уникальный проект стал жертвой крайне необдуманных решений со стороны издательства. В то время THQ испытывала финансовые трудности из-за череды громких провалов, таких как шутер Homefront, а курс австралийского доллара начал резко расти, из-за чего разработка тех же Мстителей стала заметно дороже многих других проектов издательства, создаваемых за пределами Австралии. После этого обе студии разработчиков, THQ Studio Australia и Blue Tongue Entertainment, подверглись массовым сокращениям, а вместо передачи игры в руки какой-либо другой студии, в издательстве приняли решение ее полностью отменить. Поговаривают, что разработчики даже общались напрямую с Marvel с надеждой получить финансирование для завершения разработки. Но, несмотря на вполне теплое отношение правообладателей к данному проекту, студию ждал закономерный отказ. По словам Брайана Майкла Бендиса, которого неоднократно спрашивали по поводу данной игры, он просто не мог поверить в то, что THQ позволила столь классному проекту кануть в небытие. Через некоторое время компания Marvel заключила новый контракт, на этот раз с небезызвестной Ubisoft, но те не стали сильно заморачиваться и выкатили крайне примитивный файтинг под названием Marvel Avengers Battle for Earth для Xbox 360 и Wii U, где использовались некоторые наработки из отмененной игры. Ну а в 2013 году издательство THQ постигло закономерное закрытие с перерождением в лице THQ Nordic, лишь спустя несколько лет и совершенно другими людьми за бортом. Но это уже совсем другая история. Ну а закончим мы, пожалуй, на актуалочке. Незадолго до начала создания данного видео было официально объявлено об отмене игры про Черную Пантеру от Cliffhanger Games, студии, основанной выходцами из Monolith Productions, создателей легендарных Fear, Blood и No One Lives Forever. Анонс Черной Пантеры состоялся летом 2023 года, а разрабатывающая ее команда была собрана внутри Electronic Arts, которая незадолго до этого также анонсировала игру про Железного Человека. Как оказалось позднее, контракт между Marvel и Electronic Arts подразумевал выпуск 3 проектов, и отмена игры про Черную Пантеру этим планам никак не помешала. Из официальных пресс-релизов об игре не было известно буквально ничего, кроме того, что это будет одиночное приключение от третьего лица в открытом мире, разработка которого ведется на 5-й версии Unreal Engine.
Однако фанаты сразу же подметили, что сеттингу Ваканды идеально подошел бы аналог системы Nemesis из Middle-earth Shadow of Mordor и Middle-earth Shadow of War, которые как раз-таки разрабатывались студией Monolith Productions. Для тех, кто не в курсе, Nemesis — это довольно революционная для своего времени система, суть которой заключается в генерации уникальных противников со своими именами, страхами и предпочтениями. По мере игры они могли получать повышение и понижение в званиях, а также запоминать главного героя, если до этого они уже с ним пересекались. Суть в том, что эта система была запатентована студией Warner Bros. Games, издателями «Теней Мордора» и «Теней войны», а потому Electronic Arts не могла ее свободно использовать в своих разработках. Как оказалось позднее, Cliffhanger Games действительно создавала свой аналог Немезиды, а схожие системы уже использовались, к примеру, в нескольких частях серии Assassin's Creed, тем самым и предоставляя игрокам аналогичный опыт взаимодействия с противниками и не выплачивая правообладателям роялти за использование патента. Помимо этого, от нескольких авторитетных инсайдеров поступала и другая информация по поводу игры. Предполагалось, что мы сможем выбрать одного из нескольких доступных играбельных персонажей, таких как Killmonger, Шури и Азария, сын Начала, и вступить в противостояние за право носить титул Черной Пантеры. При этом остальные персонажи не пропадали бы из сюжета, а становились соперниками, с которыми можно было выстраивать отношения. Кроме того, героям бы пришлось объединиться для отражения нападения армии скруллов, часть которых могла менять свой облик и притворяться союзниками, а другая реагировала бы на действия игрока, подобно тому, как это было в играх про Средиземье от Monolith Productions. Увы, очередной амбициозной задумки не было суждено осуществиться. В конце мая 2025 года Electronic Arts объявила об отмене игры про Черную Пантеру и закрытии студии Cliffhanger Games. По словам издателя, проект им показался недостаточно перспективным, а потому было решено сфокусироваться на тех задачах, которые помогут обеспечить дальнейший рост компании. По словам известного журналиста Джейсона Шрайера, основная причина отмены проекта кроется в его затянувшемся процессе разработки. Формирование студии и концептуализация игры длилась настолько долго, что за почти 4 года «Черная Пантера» так и не вышла из стадии препродакшена, а многие из сотрудников студии начали работать над ней лишь за несколько недель до отмены. Тут, конечно, сыграло еще и то, что команде тяжело давалась демонстрация своих экспериментальных механик руководству, а зарплаты сотрудников были слишком высокими из-за расположения студии в Кёркленде, штат Вашингтон. К сожалению, в сеть так и не были слиты какие-либо кадры игрового процесса отмененного проекта, что неудивительно, ведь он был отменен на достаточно раннем этапе производства. Однако видеомонтажер под ником NotFunEman, участвовавший в закрытых опросах по игре, опубликовал несколько концепт-артов, на которых можно увидеть пейзажи Ваканды, Чалу со своим сыном Азари и скруллов. По сути, на момент создания видео эти концепты единственное, на основе чего мы можем сформировать хоть какое-то представление о том, как отмененная игра должна была выглядеть. Тем не менее, один из бывших сотрудников студии, Мэтью Аллен, заявил, что он обязательно расскажет о Черной Пантере, когда истечет срок соглашения о неразглашении. Так что, полагаю, мы еще услышим какие-то подробности о данном проекте. И на этой печальной ноте мы, пожалуй, будем заканчивать. Конечно, это далеко не все отмененные игры по комиксам Marvel, о которых я бы мог рассказать. Тем не менее, если вам понравилась данная рубрика и вы бы хотели увидеть в ней новые видео, не обязательно по комиксам Marvel, то напишите в комментариях о невыпущенных проектах по каким видеоигровым сериям и мультимедийным франшизам мне стоит рассказать в следующий раз. Только, пожалуйста, не пишите про 5 отмененных игр про Соника, это слишком очевидно и... Нет, пока что я не планирую делать видео про Соника в данной рубрике. Так или иначе, огромное спасибо вам за просмотр и переходите в мой телеграм-канал, если хотите лицезреть мои мысли о всевозможных вещах, а также прочитать очередные оправдания того, почему видео на этом канале выходит столь редко. Увидимся когда-нибудь.